Всем привет! Привет! Вы на канале «Из города на дачу». Не думайте, что эти первые кадры, которые мы показали в видео, это весенние кадры. На самом деле нет, это настоящее время, это октябрь месяц, и у нас цветет каштан и яблоня. Сейчас мы вам покажем это, как это выглядит вместе с нами. Большая часть нашего каштана из-за жары и пожара высохла и опала. Ну и, конечно, уже и время подошло. Середина октября все-таки. А некоторые веточки каштана, видите, зацвели. Пчелки летают. Красота. Весна, а не октябрь. А пахнет как! Пахнет? Да, я Я уже соскучился. Ой, как весной сразу запахло. И тебе дать понюхать. Да. Персику тоже нравится, да? А здесь за двором у нас есть вот такая яблонька. Она росла на границе нашего участка и нашей соседки. И у нас была такая договоренность, что ветки с яблочками, которые растут на нашей стороне, это наши яблочки, а которые на ее стороне, это ее яблоки. И вот здесь на некоторых веточках тоже, видите, цветочки, тоже зацвела яблонька. Ух ты, смотри, а там, кстати, вот и яблочки уже. Давай покажем. Здесь яблочко. Ого, и там он уже покрупнее. Поэтому яблоки будем кушать, наверное, в декабре месяце. Это, конечно, шутка. Хотя сейчас мы уже ничему не удивимся. Вот такую огромную гору дров мы уже напилили и нарубали на зиму. Кроме того, еще здесь целая гора. Такие дрова побольше, поменьше и нарубанные на растопку. В скором времени нам обещают дожди. Не знаю, правда это или нет. Бывает, и синоптики тоже погоду угадывают. Поэтому мы здесь, в середине участка, подальше немного от дома, хотим сделать дровник. Это будет временное строение, но, как известно, не бывает ничего более постоянного, чем временное. Поэтому будем стараться, чтобы оно получилось хорошим. Тем более, что материалы для дровника мы купили за ваши донаты. И в Телеграме мы, кстати, написали, что сколько стоит. Так, нам понадобятся листы ОСБ и вот такой брус, который мы взяли 50 на 150. Дровник будет шириной и высотой равняться длине листа. Так, а лист у нас 2,44. Такой квадратный получится. 2,44 на 2,44. Ну, это примерно. От угла уличного туалета мы планируем сделать такой же зеленый забор из рабицы, как с той стороны. И вот он будет идти примерно вот здесь. Соответственно, дровник мы немножко занесем вглубь участка. Может быть, на полметра или немножко дальше. Тогда он не будет мешать, когда мы будем делать забор. И если вдруг мы захотим его переделать или снести попросту, то забор останется на своем месте и участок будет огражден. Но чтобы работать было приятнее, мы вначале уберем с этой площади весь мусор. А у меня тем временем продолжаются домашние дела, в частности стирка, потому что пока держится хорошая погода, нужно постирать очень много. И, кстати, после пожара у меня появилась новая зона для сушки белья. У нас оставался очень длинный провод от интернета, и мы решили его не выбрасывать, а пустить в дело. Зачем же пропадать добру? Растянули его на 3 дерева, и у нас получилась вот такая вот бельевая зона. И теперь можно не переживать, что места для сушки не хватит.
Забью колышки и отмеряю, где у нас будет края дровника. Вот здесь примерно. Отметил все углы дровника, а теперь нужно выкопать ямы для столбов. Как я уже говорил, бруса 100 на 100 мы не нашли в наших магазинах, но зато взяли доску 50 на 150. И нужно теперь выкопать соответствующие ямки для них. Дождя нормального у нас уже не было, наверное, месяцев 5, поэтому земля сильно забилась и такая твердая, как асфальт. А нам помимо дровника нужно будет сделать, наверное, еще метров 100 забора. Поэтому мы себе приобрели вот такой красавец мото- или бензобор и надеемся, что он очень поможет нам в работе. Здесь стоит двухтактный двигатель мощностью на 2000 Вт. Поэтому он должен работать и заводиться так же, как мототриммер или, например, бензокоса. Так что, думаю, проблем с ним не будет. Еще мы взяли два шнека, или, как говорят в народе, два бура. Этот на 250 мм, еще мы взяли на 150. Сегодня воспользуюсь этим, а когда уже буду делать забор, там столбики должны быть поменьше, 50 на 50 или даже 40 на 40. Вот тот шнек на 150 подойдет в самый раз. В инструкции написано, что эти шнека подходят как для бурения грунта, так и для льда. Поэтому если будет нечего мне бурить, или все уже сделаю, и забор, и все сараи, возможно, пригодится на зимней рыбалке. Я не очень любитель, а может кто-то из друзей тоже у меня будет одалживать и им работать. Делать лунки подходящие. Опа, вот так вот одевается. Сейчас вставлю этот палец и шпильку, чтобы бур никуда не улетел. Вчера я уже подготовил топливную смесь 1 к 25, поэтому сейчас зальем в бачок и будем пробовать заводить. Опа! Интересно! Никогда еще не работал на такой штуке. Наверное, надо было залить без шнека. Ну, думаю, и так у меня получится. Залью немного, потому что работать будем всего чуть-чуть. На 4 ямки. Думаю, этого хватит. Подкачаю немножко. Ну что, пробую заводить. Стоять. Наверное, буду придерживать одной рукой, а второй заводить. Нормально. Обе. Так, сейчас будем пробовать теперь бурить. Ну так, земля твердая, поэтому нужно держать крепко. Ну, бурит отлично. А еще мне нравится, что здесь стоит не тумблер, а зажимная ручка, как на триммере. Чтобы не получилось, как я недавно в ютубе смотрел, когда тумблер включил, а потом бегает за мотобуром вокруг. Сам бур у нас 80 сантиметров, но мы, наверное, будем бурить чуть больше половины. Наверное, сантиметров 40-45. Мне уже понравилось. Отлично, здорово. Так, одна есть, еще теперь 3 штуки сделаю.
Вещь, конечно, классная. Буквально, наверное, за 2 минуты вырыл 4 ямы. Правда, нужно выбирать, конечно, вручную такие остатки. Но легче выбирать, чем копать или ломом работать. Ну и должен тоже предупредить, чтоб работали, если вы себе тоже решите взять, аккуратно. Особенно вот где корни, потому что может резко его рвануть. Задержать на определенном моменте и рвануть. Ну а если аккуратно работать, как я и буду стараться дальше это делать, то, думаю, будет все отлично. Опа, упал мотобур. А ну ничего, ручки мощные, все работает, все целое. Фух, а то уже думал, наработался. Персик тоже, кстати, роет, видели? I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Сначала мы думали выстроить полностью каркас из OSB листов и потом только его покрасить. Но посмотрели прогноз погоды, обещают долгожданные дожди целую неделю. Поэтому пока стоит хорошая погода, я сейчас покрашу OSB листы, они высохнут и только потом сделаем этот каркас. А сейчас я позову Рому, чтобы он помог мне их перенести. Покрасить мы будем специальной краской грунт для OSB плит от Farbitex Profi. Краска грунт подходит для наружных и внутренних работ, предназначена для предварительной и финишной окраски OSB плит, фанеры, деревянных и минеральных поверхностей. Преимущество краски в том, что она экологичная и не имеет запаха, а благодаря эластичному покрытию не растрескивается и не отслаивается. А еще эта краска имеет хорошую биозащиту. А впереди зима, и чтобы защитить наши OSB плиты от дождя и снега, эта краска нам как раз и подойдет. Так, но сейчас мы с вами протестируем эту краску. Ее здесь немного нужно перемешать. Как видите, краска грунт очень густая. Так, немножко возьму ее и попробуем на листе. Ну, я скажу вам, она ложится очень хорошо и пропитывает. Супер. Так, сейчас подождем, пока она высохнет, и посмотрим, не выступают ли рыжие пятна. А то знаете, как бывает, мы взяли как-то краску, покрасили OSB плиту, и в процессе высыхания заметили, что проступают рыжие пятна. Вот такой вот был у нас уже неприятный сюрприз. Ну, как видно, ничего здесь не проступает. И что мне нравится, что она... Ой, шатается плита. Она хорошо пропитывает каждую трещинку, каждую щель. Ну, и ничего не проступает. Это уже радует. Но наш сарай не будет белого цвета, и так как наша краска хорошо колируется, мы сейчас ее заколируем, и я думаю, что вам не терпится уже увидеть, каким же цветом будет наш сарай. Для выведения нужного цвета мне понадобится 3 колера: красный, коричневый и капелька черного. А суши-палочки это будет своего рода такая вот мешалка. Краска грунт продается только в белом цвете, но она легко колируется. Единственный момент нужно учесть, что краска очень плотная, поэтому колер нужно приобретать с высоким концентратом пигмента цвета. В общем, смотрите, что у меня получилось. Краска отлично колируется. Вот такой оттенок у меня пока вышел. И сейчас я сделаю пробный такой тест-вариант. Как видно, колировка не испортила свойства краски. Краска ложится также плотно, хорошо заходит в щели. И мы уверены, что наш сарайчик из OSB плит
выдержит и дождь, и снег весной и зимой. Линейкой красок от Fabritex Profi мы пользуемся давно, поэтому очень рады, что смогли в этой линейке найти также подходящую краску, грунт-краску 3 в 1 для OSB плит. Это отличный вариант, когда за подходящую цену в одной единице получаешь сразу и грунт, и краску, и финишное покрытие, да плюс еще и защиту от непогоды. Также эта краска отлично подходит как для наружных, так и внутренних работ. Поэтому, если вы желаете приобрести такую грунт-краску, переходите по ссылочке в описании под этим видео. Что же касается цвета краски, мне он уже очень нравится. Он такой плотный, насыщенный, но немножко мне не хватает такого яркого красного. А красный колер у меня уже закончился, поэтому покраску придется отложить, а завтра я поеду на рынок, докуплю красный колер и думаю, что уже в конце этого видео вы сможете увидеть, что же у нас получилось. Так, а это доски для наших столбов, для наших углов. Наверное, мы распилим их пополам, и будет в самый раз. Опа. Так, сейчас поставлю, потом набросаю камней, выровняю и буду бетонировать. Так, ну эти ветки будут, конечно, нам мешать, поэтому их тоже сейчас спилим. Чтобы все стороны сарая были ровными, мы решили как раз выровнять их этими листами OSB. Это очень хороший способ, нам очень понравился, потому что все листы одинаковые, а значит и сам сарайчик, он будет ровный. Везде по 2,44. Нам так понравилось, потому что когда выравнивали просто отдельно столбы, они все равно ходили в стороны. То немножко наклонялись, сантиметр вправо, сантиметр влево, было бы очень трудно. А с листами отлично получилось. Сейчас прикручу еще один лист, 4, и выровняем сарай уже полностью. Пока прикручиваю просто на 2 самореза, лишь бы выровнять все стороны. Затем будем, конечно, сильнее прикручивать. Наверное, по штук 7-8 на каждый лист, на каждую сторону. О, отлично. А теперь, когда все столбы стоят ровно, как видите, все стороны выровнены, можно и заливать сами столбы. Для этого есть у нас вот такое хорошее корыце. Оно хорошо пойдет, чтобы замешать замес. Замес буду делать, наверное, 1 к 3 и 4 щебенки. Вот так поставлю, чтобы не переворачивалось. Хорошо, песок новый, чистый. Одно удовольствие таким работать. Песок с цементом и с водой размешал. Теперь можно добавлять 4 ведра щебенки. Фух. Ну а теперь что? Будем заливать. Конечно, внутри заливать не очень удобно, но зато столбы ровно стоят. Фух. Так.
И последний, 4-й столб. Заливаем. Ну а теперь, пока цемент застывает, я закину 2-й лист на 1-й, прикручу его и узнаю, по какой высоте нужно будет отрезать эти доски. Фу, как же тебя закинуть? Оп, оп. Давай. И чуть-чуть. Фу. На месте. Сейчас выровняю. Шуруповерт мой недалеко, возле руки. Так, есть. И прикручиваем. Есть. Давай, держись. Молодец. И по такой же системе сделаю остальные 3 стороны, кроме там, где будет дверь. Ту нижнюю мы потом открутим, сделаем дверь и вырежем аккуратненько, чтобы тоже было красиво. Стоять. Держаться. Фу, 2 стены есть, чтобы ветки не зайти. Оп. Так, упираемся. О, молодец. Фу, есть. Стоит. Пододвигаем. Отлично. Да, получается, столбы стоят ровно, потому что кверху не сходятся, не расходятся. Это очень радует, что не нужно ничего выравнивать. Вот такие шурупы на 41, лист, напомню, 12, 3 сантиметра будет заходить в тело доски. Поэтому сейчас обойду и везде по краю хорошенько саморезю или укреплю это все. Все равно видно, что там они немножко выше, там меньше. И мы сейчас отпилим как раз по высоте 2-го листа. Взял своего ассистента, Викочка мне будет помогать, чтобы я с лестницы не свалился. Фух. Так, давай, наверное, сюда немножко пододвинем. Вот так. Если буду я лететь, ты лови меня. Лучше не лети. Наша родственница, которая живет в соседнем селе, передала нам уголь. Мы грузили его в мешки. Тут 69 мешков по 3-4 ведра, где-то по 30-40 килограмм. Ну, больше 2 тонн. Поэтому думаем, этого на зиму нам хватит. Еще наши остатки, и вот это примерно будет 3 тонны. К сожалению, как грузили, как привозили, разгружали, мы не сняли, потому что не взяли с собой телефон, забыли. Но что радует, что зимой будем уже с угольком и не замерзнем. Уголек хороший, не крупный, как раз для печки. Отлично. Слаживать мы пока будем здесь, вдоль дома. Как я уже говорил, в каждом мешке по 3-4 ведра. Ну, в него влезет реально и 6, и 7. Поэтому мы будем пересыпать. Так, сэкономим мешки и место. Накрывать, наверное, будем клеенкой, так как угольника пока у нас нет. А на случай дождя мы клеенку уже приготовили. А если получится, может и угольник сделаем. Ну, посмотрим.
Сколько успеем. Полный мешочек. Вот это уже совсем другое дело. Получается, с 2 мешков 1. Сэкономим 30 мешков. Может, еще где-то пригодится. В прошлом видео было очень много вопросов по поводу наших козочек. Где они, как они поживают. Наши козочки, они вернулись в то стадо, откуда мы их и брали. И сейчас они там хорошо живут, питаются, о них заботятся. Видите, они уже немного подросли. Ну, а, кстати, Мишу сейчас отправили на окот. На месяц его одолжили. Ну и, как видите, у козочек у наших все хорошо. Ну, а теперь буду приступать к крыше. Откручу вот этот лист. А теперь везде по периметру прикручу вот такую доску к самому потолку. Здесь, 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 ну, на всех 4 сторонах. Выровнять. О, вот так. Супер, на месте. Так, и теперь вот отсюда, сверху, мы его прикручиваем. Так, только ты не падай. Ни я не падай, ни ты. Ну и помимо строительных и ремонтных работ мы занимались еще огородом, который у нас находится на поле. Там я убирала последние урожаи, это урожай дынь, тыкву, а Рома расчищал поле от вишняка, который, несмотря на то, что была жара, не было дождей, все равно разрастался и заполнил наш участок, где растет малина. Персик, кто там? Мышка? Жучок. Из всего урожая тыкв на поле вот эти вот 2 тыквы и еще парочку я вижу, это самые большие тыквы, которые смогли вырасти в этом году в засуху. Мы, конечно же, поливали, но все-таки нужен был дождь. Вот. Но ничего страшного, и такой урожай тоже урожай, почему бы и нет. Это у нас будет каша тыквенная, а это, возможно, пельмени. Мы любим готовить такие пельмени с добавлением тертой тыквы. Очень вкусно. Тем более, что вот этот сорт, мы его называем гитара, он самый вкусный, сладкий и такой ярко-оранжевого цвета. Ну, в основном все остальные вот такие вот и еще меньше вот такие. Сейчас я соберу полностью весь урожай, по мешочкам отнесу в погреб, а там по ящикам разложу и отсортирую тыквы отдельно, крупные, мелкие, и также еще у нас тут 3 ряда дынь, тоже и крупненькие, и маленькие, но мы их кушаем, они очень сладкие и вкусные. Надеемся, в следующем году будут дожди и урожай нас порадует уже такими крупными плодами. Как я и хотел, набил доски по периметру, вот здесь еще, и здесь такой сделал как бы крест. Это чтобы не продавливались листы. Сейчас мы еще сверху листы бросим, тоже прикрутим, ну а может быть на зиму еще положим старый профлист. Не знаю, посмотрим. Поднялся сильный ветер, похолодало. Видите, я укрылся, поэтому сейчас, наверное, будем с листами очень мучаться здесь. Ох, меня с листом сносит. Сейчас улечу куда-нибудь.
Ура! О, идеально получается. В общем, чем я сейчас занимаюсь? Пока прошел дождь, промочил тут всю грязь, я решила увеличить здесь нам дорожку, потому что половина вот асфальтированной или как сказать, цементированной нашей тропинки или нашего даже дворика было все замулено глиной. Поэтому пока дождь прошел, все увлажнил, и сейчас ни пылью не дышишь, и хорошо можно тяпкой все это убрать, сгрести. Грязь я убрала, и видно оцементированный двор, поэтому теперь будет намного проще здесь передвигаться нам. А так мы ходили только вот там, по той тропинке. А еще если стройматериалами ее заставим, то, конечно, не очень было удобно. Вот. Сейчас все уберу, и будет немножко шире двор. Так, пойду дальше его расчищать. Так, ну уже намного лучше стало. Я здесь попыталась восстановить немного кусочек этой тропинки. У меня, конечно, нет такого опыта, как у Ромы, выкладывать красиво камень. Пока, я думаю, сойдет и так. И по камушкам все-таки намного лучше ходить, чем по грязи. Да, Альфуш? Так, теперь осталось дальше замести мусор. И, в принципе, таким результатом прочистки я очень даже довольна. Накрыли мешки с углем, чтобы он сильно не промок, и мы могли зимой хорошо топить печку. Почти уже целые сутки продолжает моросить дождик. Как видите, мы накрыли две кучи с дровами. Ну, сколько было клеенки, столько и накрыли. А еще здесь в середине нашего сарайчика я тоже продолжаю немножко ремонтировать. Пойдемте покажу. Вот так немного приоткрываю и сюда захожу. Альфа, иди со мной. Альфа, иди заходи. Тут сухо и тепло. Здесь мы уже сделали вот такую полку для дров, потому что будем слаживать их 2 яруса, чтобы, если что, не завалилось. Ну или одна сторона. Вот так снизу здесь укрепил очень хорошо. Проверил. Даже меня выдерживает. Сейчас покажу. Оп. Оп. Видите как? Отлично. Так что дрова точно выдержат. И поскольку дрова на улице накрыты не полностью, мы не хотим, чтобы они мокли, поэтому сейчас вместе с Викочкой сюда будем их переносить. Наверное, вначале нижний ярус, а потом верхний. Ну, посмотрим, насколько сил хватит и насколько места и пространства для этих дров.
Перенесли большинство дров в новый дровник. Как раз получилось заполнить всю стену. Сегодня еще хотим повесить двери. Наша хорошая подруга с города отдала нам свои 3 двери. Одна белая межкомнатная, одна входная и вторая тоже была входная. Поэтому сейчас какую-нибудь подберу. Наверное, вот эту самую крайнюю выберу, и мы сегодня ее повесим. Там, кстати, еще и навесы, кажется, есть. Так что вообще будет здорово. Опачки. Так. Вот примерно так будем вешать. Но думаю, немножко повыше мы сделаем эти двери, потому что здесь у нас покат земли. И чтобы не снимать эту землю, и чтобы также она не мокла, немножко выше ее подниму. С помощью обрезков доски сделаю такую ступеньку, чтобы знать, на каком расстоянии от пола будет у нас дверь. Не, 4 доски, наверное, многовато, 3 хватит. Так и дождь не будет попадать, не будет мочить дверь. И если вдруг зимой выпадет много снега, все равно можно будет расчистить и хорошо и легко открывать двери. Вот так вот. Оп. Так, ну посмотрим, ровненько висит или нет. Отлично. Вот так и будет. Теперь еще нужно поставить здесь одну доску, чтобы она упиралась и закрывалась. Кстати, наша знакомая там еще отдала нам связку ключей. Может быть, мы какой-то ключик подберем, а замки тут вроде бы рабочие. Вроде бы. Но сейчас все проверим. Так, вот один замок на 1,5 оборота. И вот эта ручка. Но здесь язычок запал, наверное, сломался этот замок. Ну, хотя бы на 1. Для сарая, для дровника это будет выше крыши все равно. Сейчас еще возьму наш мотобур и сделаю еще один столб из доски. Прикреплю ее на вот эту верхнюю планку и законурю, наверное, сантиметров на 40 вглубь, чтобы она держалась крепко и стояла ровно. Так, пока откроем двери. Вот примерно здесь. О, отлично. Да, это действительно не вручную. Какая классная штука. Сейчас выгребу оставшуюся землю, и можно будет устанавливать этот еще один столбик. Кстати, хотел показать, какое ровное дно получается. Сейчас покажу. Вот смотрите, ровненькое, как фабричное, да? Руками, лопатой такого точно не сможешь сделать. Так. И вот отпилим, отрежем. Всего ничего, сантиметров 30, наверное. Так. И вот тут. А чтобы дверь не проваливалась вовнутрь сарая, закрепим вот такие уголки. Это будет своеобразным стопором. Ага, сейчас проверим. Оп, и как раз за подлицо. А сейчас отмерю подходящий кусок листа, отрежу его электролобзиком и зашью низ этого сарая и вот тут сбоку. И все, можно будет красить, и будет у нас красивый сарай. Такой красный, которого никогда такого у нас не было. Обычно серые, коричневые, ну а это будет выделяться на общем фоне на нашем участке.
хорошо прорезаю канцелярским ножом, чтобы потом электролобзик ровно шел по этой прорези. И лист был очень ровный и не уходило в сторону. Так, есть. Забираю и уношу. Наш сарай, наш дровник уже готов, и немного позже покажем, как там внутри, кстати. Ну, а я здесь поработала уже с оттенком, сделала его более насыщенным, вовремя остановилась, хотела еще сделать его темнее, но посмотрим. Этот оттенок мне понравился больше, поэтому переоделась в такую грязную одежду, чтобы не запачкать чистый костюм, да. Поэтому, ну что ж, давайте приступать и окрашивать наш сарай. Перемешаю еще раз краску и попробуем наш оттенок, каким он будет на стене. Знаете, так бывает, хочешь один цвет, получается немножко другой, и ты в него еще больше влюбляешься. Как раз это про этот случай. Ну что, мне нравится. Ну что, сарайчиком мы очень довольны. По окраске тоже очень довольна. Мне понравился этот цвет. Ничего менять не будем. Теперь появляется все больше идей по его отделке, но об этом уже в следующем видео. Ну, если у вас тоже есть какие-то идеи, напишите о них в своих комментариях под этим видео, либо в нашем телеграм-канале. Ну, а я еще хочу перекрыть крышу, потому что пока это просто клеенка с кирпичами, чтобы она была надежная и не протекала. И по периметру всего дровника сделаю такую бетонную бордюрку, чтобы на случай дождя или снега, чтобы вода туда не проникала. Ну, а сейчас давайте покажем, как там мы уже в середине обустроили. Кстати, замок уже работает. Надежный замок. Так, что здесь у нас есть? Здесь мы уже занесли 6 полных мешков угля. По периметру везде у нас полочки. Там в 2 ряда, здесь пока в 1. Мы еще доделаем. Ну и смотрите, сколько дров мы уже сложили. Получился такой вроде бы сразу большой дровник. Ну, а когда мы все укомплектовали, стало вроде мало места. А еще мы здесь храним свои инструменты. Также здесь поместилась стремянка, мешки с цементом. Также поверху у нас здесь еще есть свободное место. Мы, скорее всего, что придумаем какие-то крючки, петли, чтобы хранить здесь лейки и шланги. Наконец-то у нас появилась такая первая хозпостройка, первый сарайчик, где можно столько всего много хранить. Конечно, в ближайшем будущем мы хотим начать уже делать забор вокруг нашего участка, где его не хватает. Забора нужно делать много, наверное, метров 80, а то и больше. Но будем смотреть по погоде. Сколько успеем, столько сделаем. Только и сделаем, да. Конечно же, у нас в планах есть построить крепкие хозпостройки, шлакоблока или газобетона, но этими работами, скорее всего, что мы будем заниматься весной. Но на этом, дорогие зрители, мы будем заканчивать наше видео. Всем спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии, просмотры и вообще за активное участие в нашей блогерской жизни. Мы вам очень благодарны. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. Пока-пока.